Привет! Сейчас будет хук, чтобы вас зацепить. Мы нашли вам большой телек с шикарным качеством изображения по вот этой вообще не космической цене. Да, это 55 дюймов за эти деньги и куча полезных технологий внутри. По-моему, получилось зацепить, да? Благодарить можно в комментариях, когда посмотрите видео до конца. Я Даниил Головин, это канал Тостер. Рассказываем о технологиях для жизни. Поехали! Итак, Candy Uno Ultra. И вот 55 дюймов – это уже не просто телек где-то там стоит. Это хороший размер, который, правильно, имеет значение. Это уже мы сегодня дома все смотрим кино с попкорном. Рамок почти не видно, и экран визуально кажется, еще больше. И это не мелочь. Телеки из прошлых веков с этой толстой рамкой сразу выглядят на его фоне, я не знаю, как телеки из прошлых веков. А здесь и картинка как будто ближе получается, и гости не будут с издевкой спрашивать: а вы его давно покупали? И вот эта подставка, эти ножки, красиво сделано. Или можно на стену повесить, стандартное крепление без сюрпризов. Так, размер хороший, но под него же должна быть и картинка супер. По мне так и есть. Тут интересная тема. В этом телеке реализована технология Direct LED или DLED. Это, собственно, сам тип подсветки матрицы. Светодиоды расположены равномерно по всей площади за экраном, а не только по краям, как в обычном LED. Получаем равномерную яркость по всему полю экрана. При этом визуально картинка воспринимается как очень такая прокачанная, яркая, насыщенная, как будто тут еще слой QLED есть для улучшения ее качества. Чтобы было понятно, QLED, Quantum Dot LED, это технология улучшения качества изображения. Такой дополнительный слой квантовых точек между синей подсветкой экрана и ЖК-матрицей. Этот слой, фильтр по сути, преобразует синий свет, получая еще зеленый, красный, давая на выходе более широкий цветовой охват, такую высокую яркость и насыщенные цвета. То есть это две разные технологии улучшения качества изображения – DLED и QLED. И в этом телеке, и вот это просто супер, за его цену действительно есть обе. Да, и DLED, и QLED тоже, поэтому-то картинка, реально хороша. Давайте вы просто посмотрите несколько разных картин, ракурсов, как это все выглядит, смотрится под приятную музыку, чтобы проникнуться. И смотрите, это 4К Ultra HD разрешение, то есть 3840 на 2160 пикселей. Отлично, частота обновления кадра 60 Гц, тут стандарт, такой современная классика. И здесь работает технология HDR10+. Говоря простым языком, телевизор лучше показывает разницу между темным и светлым. Видны, так просматриваются темные детали в сценах, и светлое не выглядит, что ли, таким выгоревшим, пересвеченным. Раньше это было прям проблемой, да и сейчас проблема в телеках попроще. С HDR10+, прокачивается само восприятие картинки, потому что качество изображения контролируется от сцены к сцене, именно во время воспроизведения в моменте, скажем так. Продолжаем изучать все, что связано с качеством картинки. Обсуждать это, кстати, можно в комментариях. В этих телеках просто много технологий полезных, я говорил в начале. Красивое маркетинговое название AI Picture Quality, еще тоже находим, скрывается под ним программный алгоритм обработки, то есть улучшение изображения. Это, конечно, не отдельный мощный физический чип, как в премиуме, но с задачами справляется. Например, обеспечивает программный апскейлинг, то есть находит, выявляет, если хотите, пиксели контента с низким разрешением, например, эфирных телеканалов или старых фильмов, и пытается, додумать недостающие детали, чтобы растянуть картинку до 4К с минимальным количеством артефактов и без мыка.
пыльности. И еще, это уже не апскейлинг, это другая автопостройка. Телек понимает сцену, что он показывает. Пейзаж, спорт, там, в студии что-то. И автоматически корректирует баланс яркости, контрастности и насыщенности цветов, чтобы изображение выглядело более выигрышно и реалистично. По сути, это основные такие вот базовые причесывающие изображения технологии. Бывают на них жалобы, да, в некоторых ситуациях. Где-то они могут примитивно обработать, скажем так. Но можно в целом же задать свои настройки всегда в разных режимах изображения. Так что это небольшая проблема. Добавлю сюда еще углы обзора, они очень неплохие, но это тоже же про качество изображения и самого телека. Если вы вот не по центру сидите, смотрите, картинка не разваливается, не становится блеклой. Это важно, если у вас там семейный просмотр кино или с друзьями. Никто не будет обижен качеством картинки. Еще очень важный момент – это сертификация телевизора на предмет сниженного уровня вредного синего излучения экрана. Проверяет это все независимая немецкая лаборатория. Что это дает нам с вами, людям у экрана? Меньше глаза устают. Если смотрите телевизор перед сном, то меньше от синего цвета возникает этого дневного эффекта, и легче уснуть потом. При этом картинка, она же не портится. По качеству не как в дешевых смартфонах, да, когда все заливается желтым. Нет, тут такого нет. Тут все адекватно остается, но вреда глазам меньше. Если играете в игры, то все нужные базовые опции тут есть. Переменная частота обновления картинки и вообще автоматический игровой режим. Телевизор сам распознает консоль, и убирает разрывы картинки в динамике. Без проблем с управлением, без ненужных задержек. PlayStation у вас или Xbox, геймплей будет плавным и отзывчивым без рывков. Может, маловато сейчас об этом рассказываю, но я не играю, сори, а вы в комментариях пишите, как вам играется на этих телеках. Конечно, когда мы сейчас покупаем телек, мы покупаем умный телек. Рассказываю, это Google TV со всеми его плюсами. Простота, возможность тонких настроек под свои интересы, нужды, никаких закрытых операционных систем, где, чтобы что-то изменить, использовать как вам надо, приходится какие-то костыли выдумывать, искать все эти варианты. Нормальный человеческий Google TV, пульт такой модный, минималистичный, блютусно подключается, есть голосовые все фишки, есть даже кнопочка ВК-видео. Только она нам теперь и остается, да. И вообще куча разных приложений интересных предустановлена, и добавить легко то, что нужно. Так что тут все норм, смарт засчитан. И еще важный момент – подключение. Здесь двухдиапазонный Wi-Fi, это значит, что телевизор может подключаться либо к более стабильной сети, либо к более быстрой, в зависимости от условий. На практике это важно для стриминга. 4К видео грузится без тормозов, меньше зависаний, стабильнее работает, даже если дома много устройств, завязанных на сеть. И можно спокойно транслировать контент с телефона или ноутбука прямо на экран. Фотки, видео, все выводится без лишних заморочек. По разъемам. Мне кажется, что это сейчас уже менее важная тема, да, это раньше было архиважно, какие разъемы, выходы. А сейчас, когда зачастую беспроводной коннект, или я не прав? Что думаете? Но все же, HDMI для приставок и консолей есть, USB есть, Ethernet есть, и Bluetooth, я уже говорил, это не разъем, но тоже есть. То есть подключить все, что нужно, вообще без проблем можно. Наушники те же, например, чтобы смотреть и никому не мешать. Звук. 2 динамика здесь, и они, в общем, вполне отрабатывают. Ничего сверхординарного, но смотреть сериалы, фильмы, ютубчик, ВКшечку, видосики для этого хватает. Базовый хороший уровень. Если хочется чего-то попродвинуть, чтобы как в кино, а диагональ 55 и безрамочность этого прямо просят, тем более, что есть и большие диагонали, то тогда саундбарчик, конечно. Слушайте, с учетом цены этого телека, деньги на неплохой саундбар еще останутся. Саундбаров Канди я пока не нашел, но те же хайеровские можно посмотреть, там есть интересные модели. А теперь собираем в одну качественную картинку все, что я рассказал.
И понимаете, что мы получили, да? Реально редкий баланс. Candy Uno Ultra — это умный телек на базе Google TV с большим экраном, почти безрамочный, выглядит круто, современно, со всеми нужными технологиями для максимально качественного изображения. Есть и DLED, и QLED, два реально крутых решения. Такой правильный современный стандарт уже. Вы видели сами. Картинка хороша, и 4К UHD, и HDR10+, для игр тоже прокачан, звук норм, и цена на момент съемки для таких водных, очень привлекательная. Тостер рекомендует телевизоры Candy серии Uno Ultra. У нас 55 дюймов экран, но есть меньше и есть больше. Смотрите, часто говорят, не хочу дешевый телек и слишком много тратить тоже не хочу на телек, хочу золотую середину. Так вот, это он. Вот этот наш телек Candy, он золотая середина по цене, технологиям, качеству. Такой народный. Когда дома такой телек, и все довольны, и в отпуск еще съездили. Деньги остались. Благодарите и делиться мнением можно в комментариях. Кстати, что вам важно в современном телеке? Диагональ, смарт, цена? Интересно узнать, напишите. Я Даниил Головин, это Тостер. Рассказываем о технологиях для жизни. Подписывайтесь на нас там, где вам удобно. И до новых обзоров и тестов. Пока!